самом центре моря Карибского, на побережье Колков, солнечного городка, дайвер спас жизнь юному дельфиненку. Однако спустя мгновение оказалось, что приключения только начинаются. Дельфин был обеспокоен и звал мужчину следовать за ним. Брайан, дайвер опытный, давно обосновался в этом тропическом раю. Он стал одним из лучших специалистов по подводному плаванию с аквалангом. В тот день у Брайана выдалось несколько свободных часов, и он решил провести их, наслаждаясь одиночеством в местах, которые туристы посещают редко. К сожалению, его уединение продлилось недолго. Мужчина услышал испуганные крики туристов. Хотя он не понимал их язык, по интонации он понял, что произошло что-то плохое. Брайан, не раздумывая, направился в их сторону и вскоре увидел причину паники. Туристы указывали в направлении скал, куда и направился дайвер. Подплыв ближе, он услышал отчаянные писки, умоляющие о помощи. Опыт сразу подсказал ему, что это дельфин. Добравшись до скал, он обнаружил, что в беду попал совсем юный дельфиненок, застрявший на камнях и не способный выбраться из ловушки. Брайан осторожно, стараясь не напугать и не поранить малыша, начал операцию по спасению. Вскоре ему это удалось, и он выпустил детеныша в море. Дельфиненок радостно запищал, выражая свою благодарность спасителю, сделал несколько кругов вокруг Брайана и, весело взмахнув хвостом, устремился в бескрайние морские просторы. Однако интуиция подсказывала дайверу, что это еще не конец истории. Брайан был доволен собой, зная, что оказался рядом и успел спасти малыша. Не успел он к исследованиям своим вернуться, как рядом обратно тот самый дельфиненок появился. Зная характер игривый этих животных, дайвер решил, что детеныш просто хочет с ним поиграть, и пошел на поводу у малыша, ведь можно уделить ему еще немного времени и порадовать его. Однако дельфиненок вел себя необычно. Он плавал вокруг человека быстрыми кругами, а затем устремился в другую сторону. Брайан догадался, что малыш пытается привлечь его внимание. Казалось, животное хочет, чтобы он последовал за ним, и дайвер ускорился, чтобы не отставать от шустрого малыша. Всем известно, что дельфины – очень чувствительные и умные животные. Научные исследования доказали, что их поведение во многом схоже с человеческим, их социальные связи – не исключение. Дельфины избегают конфликтов и часто помогают друг другу. Если кто-то из их сородичей попадает в беду, они обязательно придумают, как его спасти. Дельфины общаются с помощью разнообразных звуков, трелей, свистов, щелчков и так далее. Они слышат друг друга на расстоянии до 10 километров и используют звуки для развлечения своих и чужих, для выражения боли, радости, страха и разных эмоций, а еще для установления контакта с остальными стаями дельфинов. Кроме звуков, общаются дельфины мимикой и жестами. Они применяют разнообразные движения тела, движения плавниками и хвостом, танцы в воде или плескания, чтобы друг другу передать или даже человеку сообщения определенные. Например, ласковые прикосновения или игривые движения могут использоваться для утешения и поддержки или установления контакта. Вернемся к нашей парочке. Они проплыли довольно большое расстояние. Брайан уже начал жалеть, что ввязался в эту игру. Он порядком устал и не поспевал за маленьким дельфином. Дайвер вынырнул на поверхность. Оглядевшись, он понял, что оказался в небольшой бухте, куда почти никогда не заплывают люди. Внимание дайвера судно привлекло, стоявшее неподалеку. Это была лодка рыбацкая, которой быть здесь не должно. Промышленный рыбный отлов строго запрещен в этих местах. Это могло значить только одно – браконьеры. Брайан действовал осторожно, стараясь не попадаться рыбакам на глаза, и продолжил следовать под водой за умным малышом, пока не увидел большие сети рядом с рыбацким судном. Он заметил, что в эти сети много уже попало ценных и редких видов рыбы. Самое страшное, в них дельфин взрослый запутался. Он был напуган сильно, нервничал и никак не мог освободиться. Брайан не колебался ни минуты. Он бросился к испуганному животному на помощь. Он стал очень бережно сети разрезать, дабы не поранить ненароком млекопитающее. Как только оказался дельфин на свободе, он радостно запищал, а дельфиненок бросился к своему сородичу.
Так Брайан понял, что это его мама была. Самка дельфина-человека поблагодарила за его помощь и тут же скрылась вместе со своим детенышем на глубине. Брайан поплыл к берегу как можно быстрее. Негодование ему сил придавало, как никогда. Добравшись до берега, он сразу связался с охраной береговой. Дав координаты, он надеялся, что те не успеют скрыться. Береговая служба отреагировала быстро на вызов и по наводке дайвера оперативно прибыла. Браконьеры пойманы были на месте. Морская полиция поблагодарила Брайана за неравнодушие и содействие, и попросила помочь освободить оставшихся в ловушке животных. День пролетел незаметно и насыщенно. Брайан нисколько не пожалел о своем рискованном поступке. Несмотря на усталость, в какой-то момент он даже супергероем почувствовал себя, на страже стоящем своего моря любимого. Страшно даже представить, что бы произошло, если бы он проигнорировал крики туристов и не поплыл в сторону скал.